Известный телеграм-канал ВЧК ОГПУ, который, по мнению некоторых, функционирует благодаря финансовой поддержке изгнанного олигарха Ходорковского, распространил новость о предстоящей массовой зачистке в Министерстве внутренних дел. По их словам, это приведет к уходу с поста министра Владимира Колокольцева и его близких соратников, включая вызывающую особое внимание своим ярким образом официального представителя МВД России Ирину Волк. Автор указанного канала, ссылаясь на своего информатора, сообщает о том, что за закрытыми дверями министерства активно обсуждают вероятный скорый уход с должности главного рупора МВД России Ирины Волк. Уже знакомое всем по телевидению лицо женщины-генерала может покинуть ведомство в самое ближайшее время и перейти на символическую руководящую должность. Источник канала заявляет, что руководству страны надоело видеть на переднем плане специфическое лицо МВД с ее неудачами в различных направлениях и полным провалом работы со СМИ и социальными сетями. Согласно источнику, последней каплей стал инцидент с агрессией мигрантов в отношении сотрудников полиции на московском рынке «Садовод». Он утверждает, что некачественное освещение этого события и комментарии, которые прозвучали от МВД, вызвали сильное возмущение у заместителя главы администрации президента Громова. Теперь для Волк активно ищут подходящую замену и формулируют новую стратегию информационного взаимодействия со стороны правоохранительного ведомства. Важно заметить, что назначение Ирине Волк генеральского звания вызвало бурю недовольства среди россиян. Особенно горячо протестовали ее коллеги и ветераны МВД, считавшие неправильным присуждение такого высокого звания девушке, которая, по существу, не имеет никакой связи с полицейской службой. Попробуем понять, почему многие проявляют антипатию к Ирине Волк. Ирину Волк часто сравнивают с голливудской актрисой Деми Мур. У нашего генерал-майора есть определенное внешнее сходство с американкой, и она также выглядит как киноактриса. Многие обычные граждане задаются вопросом, почему женщина в военной форме, занимающаяся серьезным делом, производит впечатление переодетой супермодели. Стоит отметить, что однажды, рассказывая о специфике своей работы, Ирина Владимировна упоминала о специалистах МВД, которые должны вызывать доверие как компетентные работники. Однако сама Волк на службе выглядит необычайно ярко, иногда даже провокационно. В соцсетях пользователи не раз высказывали возмущение по поводу увлечения Волк автозагаром, перламутровыми тенями для глаз и чересчур мощными черными стрелками, удлиняющими круглые глаза Ирины. Но не только внешность Ирины является предметом критики. Путь к званию генерала. Как известно, после получения диплома Академии МВД в 2004 году, Ирина Волк приступила к работе в пресс-службе Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями. Позже, в 2011 году, она стала руководить пресс-службой вновь образованного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Москве. В 38 лет женщина с эффектной внешностью получила звание полковника. Весной 2016 года Ирина была назначена на должность исполняющего обязанности начальника управления МВД России по взаимодействию с общественными институтами и СМИ. Дополнительно Волк возглавила функции официального представителя ведомства. Через 3 года, в конце зимы 2019 года, Ирину назначают помощником министра МВД. При этом сохраняют за ней функции представителя этого важного государственного ведомства. И всего через год после этого Владимир Путин подписывает указ о присвоении Ирине Волк очередного воинского звания генерал-майора полиции. Но несмотря на ее внешние данные и генеральский ранг, привлекательная Ирина Волк стала объектом негативного медиавнимания. С одной стороны, считается, что Волк является ярчайшим примером женственности в системе российских правоохранительных органов. С другой стороны, стремительное продвижение по карьерной лестнице вызвало различные слухи о возможном влиянии мощного покровителя на ее успехи. Некоторые коллеги выразили недовольство тем, что Волк, работающая в области связей с общественностью и никогда не нюхавшая настоящего полицейского пороха, была удостоена генеральского звания. Существует распространенное представление, что погоны должны носить только сотрудники МВД, которые напрямую связаны с полицейскими функциями. Лица вроде Ирины Волк, штабисты, тыловики, должны быть всего лишь гражданскими специалистами на заработной плате, в свое время заявил администратор сообщества в отставке
МВД, полиция. Тем не менее, похоже, что скоро критики Ирины Волк получат возможность успокоиться. Наиболее вероятно, что обязанности пресс-секретаря МВД перейдут к офицеру, который, следуя примеру Игоря Коношенкова из Минобороны, будет представлять информацию без излишнего блеска, без маникюра и яркой помады на губах. Уход Колокольцева. Также телеграм-канал ВЧК АГПУ сообщает, что прошлую неделю на доверительных встречах Центрального аппарата МВД России активно обсуждался возможный уход с поста нынешнего руководителя ведомства Владимира Колокольцева. Автор канала, ссылаясь на свои источники, утверждает, что новость об этом радостно передается из уст в уста среди сотрудников ведомства. Они говорят, что уход Колокольцева может произойти в ближайший четверг. В то же время, ранее канал уже допускал, что текущему руководству МВД было дано время до 2024 года. Кроме того, появились слухи о последующих перемещениях. Сын начальника УВД, Олег Пауков, может стать новым руководителем Главного управления МВД Краснодарского края. На данный момент мы можем только догадываться о достоверности этих слухов. Все станет ясно в ближайшее время. Однако, чему точно нужно сожалеть в этой ситуации, так это то, что Ирина Волк — единственное яркое пятно в сером и давно скомпрометировавшем себя ведомстве, может пропасть с экранов наших телевизоров. Ирина Волк. Наиболее узнаваемое лицо в МВД. Ирина Владимировна начала свою карьеру в отделении, занимающемся борьбой с экономическими преступлениями, а также параллельно с основной деятельностью разрабатывала тексты для пресс-службы. Стоит отметить, что до начала нулевых годов связь с журналистами в правоохранительных органах была минимальной. Большинство высокопоставленных лиц даже не понимали суть этого взаимодействия. К счастью, эти времена далеко позади, и изменения, к которым мы пришли, произошли в значительной мере благодаря людям такого рода, как Ирина Волк. Ее вклад не ограничивается только текстами. Она трансформировала подход к взаимодействию с медиа, вспомнив, как представляли информацию в 90-х, и сравнив это с текущим состоянием дел, можно увидеть огромный прогресс. И, на мой взгляд, заслуга Ирины Волк в этом неоспорима. Хотя, конечно, ее повышения в званиях не были связаны с этим. Важно то, что некоторые материалы сегодня создаются не ради объективного отображения действительности, а чтобы вызвать определенные чувства. А в данном контексте это делать проще всего. Перед нами предстает яркая, динамичная женщина в военной форме с впечатляющими звездами на погоне. Она задает провокационные вопросы о работе правоохранительных органов, тем самым манипулируя общественным сознанием. Многие читатели или зрители не стремятся глубже вникнуть в то, где и кем служит Ирина Волк. Однако, если внимательно прислушаться к ее словам или прочитать то, что она пишет, становится ясно. Перед нами настоящий профессионал. Да, милицию у нас давно уже переименовали в полицию, но для многих Ирина Волк по-прежнему ассоциируется именно с этим словом. Ведь она начинала свой путь именно там. За прошедшие годы она стала, по сути, лицом нашего МВД. Можно предположить, что 24 года назад, когда она первый раз приступила к работе в пресс-службе, Ирина не представляла, как высоко поднимется по карьерной лестнице. Но упорный труд всегда приносит результаты. Также стоит отметить, что Ирина Владимировна редко делится информацией о своей личной жизни. И это вполне уместно, учитывая характер ее работы. Все, что мы знаем, она замужем и у нее 2 детей. К тому же, она любит посещать театр. Вот каков профиль нашего генерал-майора полиции. Работа, семья и театр. По крайней мере, так кажется, что именно в таком порядке расставлены приоритеты в ее жизни. Ведь если бы она меньше работала, то вряд ли бы стала символом МВД. Рано или поздно она покинет свою должность. И вопрос лишь в том, кто займет ее место.